Так, еще расцвели у меня лилии лимонные, не желтый, это лимонный цвет. Они чуть мельче желтых королевских лилий. Все же я сделала вывод, что белые лилии у меня пропали, мне нет ни одного куста, также нет у меня бордовые какие-то, ну не бордовые, темно-красные с черным, тоже нет этих лилий, тоже пропали. Очень жаль, надо будет белые докупить, еще посадить заново. Но эти лимонные лилии пахнут просто обалденно. И прям шлейф идет прям во двор. Представьте себе расстояние. И вот прям во двор заходит этот аромат. И еще один у меня тут цветочек. Красотульки. Ну, из-за забора выглядывает мальва. Стала высокая и замечательно украшает теперь, даже можно сказать, двор изнутри. Здесь у нас въезд во двор и встречает всех въезжающих вот такая красавица. Стала уже большущий, огромный шар. Каждый год жду цветения этого дерева, как и сирени. Новый маленький жилец. Нам его сосед подарил. У него вот такие бесподобные котята народились. Ну, естественно, одного мы не смогли не взять. Вот такого красавчика. Маленький, игривый. Очень хорошенький. Андрей Петрович. Он начинается. Игрище. Пришло время собирать смородину. Ее тут достаточно. И на заморозку. Варенья у меня тоже достаточно. Еще прошлогоднего, позапрошлогоднего. Урожай смородина дает. Я думаю, все знают. Каждый год у нас нет такого, чтобы у нас были кусты пустые. Вот всегда урожайная. Это все смородина. Черная смородина, самая вкусная и ароматная. Это смородина каких-то крупных сортов, то ли богатырь называется, как-то так. Давно уже, сколько лет 10 назад покупали, сажали, не больше. Я ее сама рассаживаю черенками, так же, как и розы. Под банки, черенки, песок. В общем, аналогично розам. И вот такие прекрасные вымахали кусты. Ветки погнулись, я думаю, наверное, под тяжестью ягод, хотя так не сказала бы. Ну, тяжеленькие веточки. Это у нас белая смородина, она менее ароматная, менее вкусная. Ну, а для ассортимента в саду у меня все-таки присутствует. Было у меня 3 куста, 2 выкорчевали, оставили 1, ну, для разнообразия. Она такая нежная, не кислая сильно, не сильно сладкая, такая приятная, водянистая по вкусу. Вот такой прекрасная лилия. Огромный цветок. Вот моя рука. Красивая, благоухающая. Ой, благоухающая лилия. Шикарная. И, к сожалению, у меня не все лилии в этом году появились. Я так понимаю, что часть лилий у меня просто исчезли. Это белые, это темно-бордовые с черным на концах. В прошлом году была лилия несчастная, в этом году полностью она даже не взошла. Лилии похожи на колокольчики, большие, огромные. Ну, а ромашки, которые уже отцвели, придется все срезать. Потому что клумба чем кропотливая в работе, в том, что мало того, что траву надо постоянно удалять. Вот я 3 раза уже удаляла траву и полола 3 раза в этом сезоне. Плюс так траву периодически дергала. Она, видите, все равно зарастает. Опять надо здесь следить за этой травой бесконечной.
Ну ладно, дело не в этом. За клумбами надо смотреть в каком смысле. Отцвела ромашка, вот она, вид страшный у клумбы. Знаете, как бы такой неприятный достаточно. Поэтому ромашка теперь вся срезается, дабы облагородить вид клумбы. Так, вот сушняк. Здесь я, да, ранее показывала в прошлых влогах об этих прекрасных, красивых, пушистых гвоздичках, плетущихся. Все это надо срезать, это семена, все, надо эти колючки срезать, вид, потому что тоже убогий. Прекрасные желтые пушистики, толстянки отцвели, как они были красивые, медоносные, пчелки по ним бегали, лазили, пыльцу собирали. И вы смотрите, какой вид. Все надо срезать, то есть сплошная стрижки клумбы, стрижка у меня уже начинается. Это надо пройти по всем клумбам. Вот это вот очень ненавистное мной занятие, но приходится этим заниматься. Пионы, естественно, тоже были полностью все срезаны, так как кочерышки торчали во все стороны. Вот, и создавали ужасный вид. И все цветы в этом плане должны подрезаться. Также даже хрен красиво цвел, и цветы я оставляла до тех пор, у хрена, вот который в углу растет, до тех пор оставляла, пока они были красивы. Когда они стали засыхать и засохшие, естественно, я все срезала. Ну, естественно, вид клумб портится от этих засушливых палок, семян. Все это срезается, удаляется. И вот это самое еще одно из ненавистных занятий. Деваться некуда. Зато появились новые цветочки, расцвели, выросли у меня. Это однолетники. Вот. Красивенькие, обожаю их. Каждый год их сею на клумбе. Помидорчики у нас продолжают расти. Сеньор помидор становится все здоровее и выше. Посадила я эти цветы, видите, на месте юки. Юка пытается расти, но все же мы здесь ее оставим. В прошлых видео, давнишних, я показывала, какая шикарная юка у нас здесь росла. Ну и бархатцы. Посадила разных бархатцы, оранжевый, желтый. Но всегда лидирует именно, выживать в первую очередь, это бордовые бархатцы. Очень нравится, как клубное растение, смотрится всегда красиво и полезный для зрения. Цветочки собирать, настоечку делать, очень здорово. Вот я собиралась сделать настойку в прошлом году и начисто за них забыла вот осенью. Вот так красивенькие, но их будет еще больше. Гремит гром, прошел дождь. Слышно, я думаю. Наверное, опять ливанет. Очень рясно в этом году, как каждый год, у нас калина. Вот растет, цветет, компотики. Замечательно. Зимой добавлять. Расцветки срывать. Даже не надо морилку бросать их. Эти гроздья. Ура! У нас пошел дождь такой классный. Наконец-таки все польет, потому что все засыхает. Я замучилась уже поливать и цветы, и кабачки. В общем, свой там небольшой огород и все вокруг. Вот. Сзади, на горизонте ничего не видно. Все прям заволокло пеленой. Ой, такой свежий, чистый воздух, обалдеть. Наконец-таки все польется. И сад нашел заодно. Где-то там мой муж ходит под дождиком, может быть, в гараж убежал уже. Ну, то смотрим новости, везде на Кубани заливает, и в Анапе, и в Крыму, и в Ростове, по-моему, видели, и даже в Москве. А у нас все прям сушь да сушь. На абрикосе увидела редкие абрикосины, в этом году мало абрикоса. Так что сегодня отменяется полив огурцов у меня. Это здорово. А то приходится их ежедневно поливать, чтобы собрать свой первый урожай. Всем привет, меня зовут Марина. И сегодня у нас будет новый влог. Кому интересно, добро пожаловать на мой канал. Смотрите именно блоги. Потому что я не могу их не снимать, мне не нравится. Я не могу не запечатлеть кусочек природы на своем участке частного дома. Конечно, я снимаю и парфюмерию, у меня уже достаточно большая коллекция, и распаковки, и в Роше, много чего. Ну, влог обойти стороной я не могу. В данный момент показываю вам малину. Малина здесь у нас растет второй год, как мы ее пересадили.
И в этом году она у нас какая-то вот совсем неудачная. Вот ее ряд тут целый. И почему неудачная? Она какая-то мелкая. Ну, во-первых, здесь, видимо, теневая сторона. Тут деревца. Тут душ стоит у нас. И, видимо, из-за этого, может быть, она как-то не так плодоносит. Ну, короче, какие-то мелкие ягоды. Хотя, когда она у нас, мы ее переселили с солнечного участка, там малины было больше, и она была как-то покрупнее. Здесь она какая-то так себе. Не очень. Вот. В этом году, по крайней мере. Ну, второй год она у нас здесь растет на этом участке. Затемненном слегка. С кустика-то покушать можно, конечно. Ну, не так, что прям варенье наварить и там заморозить. Прям что-то совсем мало. Ну, хоть поесть, то хорошо. Просто с куста покушать и достаточно будет, чувствую, в этом году. Что стало с моими огурцами, которые я ничем не подкармливаю, которые у меня, можно сказать, экологически чистые. Посмотрите, я уже начала собирать с них хороший урожайчик. Уже прям и салатики начали делать. Я даже этот момент еще не сняла. Тут прошли хорошие ливневые дожди. Конечно, замечательно, что они прошли. У меня сразу трава заново поднялась, которая недавно пополола. Но дело в том, что как огурцы после дождей у меня поникали. Так как это не парник, а открытый грунт. И столько завязей, столько огурчиков маленьких, хорошеньких. И вот они стали страшные, даже не знаю, чухаются они после этих ливней. Что там в этих ливнях, что им так это все не понравилось, непонятно. И как видим, они даже пожелтели, пятнами какими-то покрылись. И даже молодые, которые я пересадила, все то же самое произошло. Неприятно, посмотрите. Это повторно посаженные. И это именно произошло именно после ливней. До этого они торчком стояли, зелененькие и красивые. Этот рядок я уже пересаживала третий раз. Был, вот видите, вот такой маленький, засохший. Вот он, даже его практически не видно. Росток в огурцу вылез, и после ливня он сразу погиб. И то же самое здесь. То есть только вылезли и погибли от дождя. Ранее их поливала либо городской водой, либо скважиной. Все было хорошо. Обидно. Неужели придется все пересаживать? Капуста у меня здесь растет, которые были подарки из магазина гипермаркета Лента. Вот. Было их намного больше, но они частично тут тоже позавяли. Вот еще маленькая капустиночка, вот она. Здесь классическая капуста белая. И фиолетовая, не помню, как называется, если честно. Ну, подпишу вам название здесь. Вот первый саженец, он прям самый такой активный у нас растет. Выглядит вот так. Ну, посмотрим, что вырастет. Посадила из любопытства, так как я выращивать капусту вообще в будущем даже не планирую. Мне как бы это не очень интересно. Скорее, на помидоры бы здесь посадила, на это место. И что творится с моей клубникой? Посмотрите, урожай уже давно собран. И после урожая я всю на коленках выдергала траву. И смотрите, что творится. Боже мой, как меня напрягают эти огороды. И нравится в них заниматься. Но постоянно дергать эту траву, эту толстянку дурацкую. Ну, это просто невыносимо. Иногда руки опускаются, ничего не хочется уже здесь дергать. Все надоедает. Потому что я, помимо этих огородиков, вроде небольшой, но у нас еще огород есть на другой территории с картошкой, там, тыквами и кабачками. Дело в том, что я вычищаю практически до каждой травинки весь огород. Траву здесь практически не оставляю. Все, у меня там у нас куры, утки съедают ее. Плюс еще палисадники к этому всему добавляются. И я вычищала уже 3 раза, вылизывала эти 3 огорода. Я даже не всегда их показываю. Ну, как бы одно тоже неинтересно показывать. Но здесь у меня уже просто руки опускаются. Уже 4-й раз я должна их опять, эту каждую травинку руками выдернуть. То есть я даже если их не полю, я продергиваю все руками. Расстройство и разочарование. Моментально растет эта дурацкая трава. На это уходит просто достаточно времени. Вместо того, чтобы рисовать, я трачу время активно на траву, палисадники, розы заросли все. Ой, в общем, мама дорогая. Если мне хватит еще 4-й раз здесь все выдергать и вылизать, я вам покажу чистый огород, наверное. Вчера муж насобирал уже перед сном, практически вечером, уже темнело, абрикос.
Были они красивые, симпатичные, там единичные были пропавшие. Но ночь постояли, сейчас утро, уже они все пропадают. Надо срочно их что-то с ними делать, морозить, компот варить, кушать. Ну, плюс мы еще сыну передали и покушать еще вот такую, наверное, такую же часть. Абрикосы просто на еду. Они очень сладкие, вкусные и крупные. Но вообще никак не лёжские. То есть собрали, и тут же надо перерабатывать, сушить. Особо, знаете, не стоят, не лежат, не хотят этого делать. Поэтому срочно сейчас ими и займусь. И там сейчас у нас ветер сильный на улице. Чувствую, там сейчас нападает остальной урожай. Абрикос в этом году мало. Но я рада, что хоть что-то есть. Если на одном дереве нет, то хотя бы другое дублирует его. Другой сорт. Допустим, этот сорт не знаю какой, но шикарная, крупная, сладкая абрикоса медовая. А у нас таких деревьев, на штук 5 посажено. Ну, вообще абрикос разных. И жердюва там разные-разные. С учетом, дабы не остаться без абрикосового урожая какой-либо год. Потому что не каждое дерево бывает активно плодит ежегодно. Сижу, обрываю смородину. И вспомнила, откуда вообще она мне взялась и почему я захотела так много красной смородины. А мне ее достаточно. Кустов много, я их уже, в принципе, все обрывала. Вот сижу, рву. Занудное такое дело вообще, неприятное. Но я вспомнила тот момент, что в детстве, еще это начало 80-х, у моей родственницы, у тети была, значит, такая брошка очень красивая. Ну, я не знаю, чего там, советского производства или откуда она у нее, не помню уже. И она была с грудью таких красных смородинок. Это была такая красивая брошка, уж серебро это было, ну точно не золотая, то ли просто металл. Ну, там такие ягодки, они переливались на солнышке. Вот точно так же они были прозрачные, красивые, яркие. Я помню такую брошку, просто мечталась, очень хотелось иметь свою собственную, чтобы она у меня была. Ну, брошки у меня так до сих пор, конечно, и нет. Ну, а зато у меня теперь очень много кустов красной смородины. В данный момент еще и подзасохшая, видно, по листикам, что она в этом году солнцепек, просто горит все и горит моя смородина. Возможно, если бы не эта брошка, навряд ли у меня была бы любовь такая к красной смородине. Потому что в основном все черную любят. Ну, я тоже так же люблю черную, но красную я обожаю. Мне нравится, какая она красивая сама по себе. Так что все идет из детства. В детстве надо закладывать детям все доброе, чистое. Приучать их к красоте, прививать им вкус к вещам и ко всему. Ну, к сожалению, современные дети совсем отличаются от моего понимания. Вот. И, конечно, разочаровывают очень сильно. Ну, не будем сейчас о плохом. Собираю дальше смородину. Так, на кухне сейчас занимаюсь. Это белая смородина. У меня было 3 куста. Вот с одного куста достаточно большая чашка набрала. Мне, в принципе, чуть-чуть там баночку варенья сварить. Или 2 маленьких достаточно. Для разнообразия хочу в этом году сделать немножечко приварить варенье именно чисто из белой смородины. Обычно я белую смородину примешиваю красных, черных могу смешать. В этом году решила с одного куста собрала, так как 2 куста мы зимой, когда наводили порядки в нашем участке, выкорчевали. А теперь я, знаете, уже и пожалела. Думаю, зачем мы это сделали? Ну, знаете, просто уже обдирать надоело эти кусты. Но с другой стороны, думаю, надо было красный выкорчевать лишнее. А все-таки белую оставить, потому что в этом году она такая рясная, крупная, вкусная. Вот. Хотя обычно белую смородину я как бы меньше люблю. Она водянистая, ну, достаточно приятная. Хочу сделать именно с белой смородины, чуть-чуть приварить варенье. Вот. Набрала другую чашку еще немножко черной смородины, немного красной. Часть я уже заморозила, положила в морозильную камеру на компот. Это тоже уйдет на компоты. Перемою по пакетикам и на зимние компоты пойдет. Закручивать не хочу, заморожу. Занимаюсь сейчас, перебираю от палочек, от листиков. Вот это самое неприятное занятие, конечно. Очень удобная вот эта чашка с прайса. Я еще в прошлом году, по-моему, или позапрошлом, не помню, долго думала, покупать, не покупать. Проходила мимо нее, в итоге потом все-таки взяла, знаете, не пожалела. Решеточка, все удобно моется. У меня такие были небольшого размера, пользуюсь уже много лет. А это прям большого, в раковину хорошо становится. Но не в маленькую, конечно, раковину. И все хорошо промывается. Вот черную смородинку решила
миксере, не в миксере, в блендере взбить с сахарком. Ну и вот такая вот тема получается, вкусненькая, целебная, живое, можно сказать, варенье. Ну, я так называю живое варенье, так как тут ничего не варится, не парится, и витамины все сохраняются с сахарком в морозилку. Ну и стаканчик мы видим из-под мороженого. У меня тут стоит. Вот, морозилку поставить удобно. В общем, сейчас еще немножко пополнее долью, накрою крышечкой, потом еще дополнительно в пакетик. Заматываю плотно в пакет дополнительно именно пищевой. И пусть в холодильнике стоит. Зимой приятно потом-то достать. И оно размораживается. И получается такая вкусняшка. Хоть ложкой, хоть к чаю, хоть к блинам, к чему хотите. Я иногда прям холодное ем, когда немножко потает. Прям как, знаете, такой сорбет получается. Так что вот вкусненько. Это именно из черной смородины. Очень ароматно, так сладенько. Прям обожаю. Кстати, если говорить о парфюмерии, допустим, тот же самый Бракар, ароматы природы, я думаю, все знают, черная смородина и мята, туалетная водичка. И многие говорят только о зеленых листочках. Я не знаю, для меня это еще ягоды, еще и с сахаром, они сладкие. То есть этот аромат слаще, чем вот эта консистенция. Это более терпкая, более смородиновая, именно ягодная. Хоть здесь и сахар, но сладкая по вкусу. Но аромат все равно не такой сладкий, как этот аромат более сладенький. И еще здесь с оттенком мяты. Почему тоже не все чувствуют. Я мяту здесь почувствовала со временем. Аромат очень нравится, классный, прям поистине гурманский. От Бракар, обожаю его. Вот, так что сладкий аромат. Возможно, у меня настоялся, ему несколько лет. Именно ягодки, не только листочки зеленые, растертые между пальцами, естественно, но это ягоды и прям достаточно обильно политые, посыпаны сахаром. Плюс мяты, оттенки здесь присутствуют, что классно. В общем, обалденный летний аромат от Бракар, я считаю достойным ароматом. Просто прелесть. У меня в алюминиевой кастрюльке именно смородиновое варенье. Сейчас я его уже закручу. Приготовила баночку. Именно белая смородина. И варенье, естественно, тут получилось прям не такое белое, как были сами ягоды смородины. Потемнело. Вышло 2 баночки. Ну, в принципе, у меня варенья очень много достаточно. Так что эти будут чисто для ассортимента. Именно из белой смородины. Вот никогда из белой смородины чисто не готовила варенье. Ну, оно практически ничем от черного красного не отличается. Но менее ароматное и менее терпкое, более нежное. То есть самое нежное варенье — это именно белая смородина. Это что касается именно смородины.